Что делать, когда очень хочется, но позволить себе этого не можешь? Эта история, леденящая душу, по крайней мере лично мне, уходит корнями в то время, когда я вел себя совершенно не так, как я пытаюсь вас учить. С вами сегодня я, Антон Больших, и мне вчера стукнул тридцатник, и именно это навеяло рассказать об этой истории. Это, возможно, первое видео на этом канале, где я рассказываю не о двух своих любимых темах, то есть мотоциклы и психология. Здесь речь пойдет об автомобилях, а конкретнее об одном автомобиле, который был куплен мной из-за того, что я не мог позволить себе нормальный, но очень-очень хотел и свято верил в то, что можно купить дешево, восстановить, остаться в очень хорошем плюсе и вообще через такой образ жизни очень хорошо зарабатывать и очень хорошо жить. Ух, как же я ошибался в то время. У себя в сторис в различных запрещенных и не очень пока еще запрещенных соцсетях я буквально на днях рассказывал историю о своих первых мотоциклах, своих первых источниках заработка, а также своих первых автомобилях. Так вот, кто не знает, свой первый автомобиль я разбил за 2 недели до получения прав, 1,5 года занимаясь его восстановлением. Все шло хорошо, но вот так получилось достаточно неудачно. После чего я получил права и оказался в довольно странной ситуации, когда начал осознавать, что с правами и без машины несколько менее удобно жить, чем с машиной, но без прав. В том, какую машину я себе хочу, у меня сомнений не было, потому что тогда я уже был достаточно известным членом форума, который был посвящен BMW 3 серии производства 80-х годов. Кто не знает, это называется 30-й кузов, возможно, я буду упоминать это обозначение. Именно такая машина была моей первой, и именно такую я хотел второй. В 2023 году этот автомобиль уже по праву считается раритетным и уже стал сильно дорожать, но буквально лет 10 назад таких машин на дорогах России было еще очень-очень много, ее можно было недорого купить, недорого привести в порядок, и вообще ее содержание было не сильно дороже, а может в некоторых моментах и дешевле, чем содержать «Жигули». Понятно, что если ты сам мастер, если ты обладаешь временем кататься по разборкам, искать запчасти, а на Е30 клубе был целый популярнейший раздел «Отдам за пиво или бесплатно». Итак, январь 2012 года. Я лазю по сайтам продаж объявлений, денег у меня примерно нету. Старый автомобиль уже разобран и потихоньку продается по запчастям. Продается хреново, надо сказать, потому что запчасти не стоили примерно ничего на тот момент, а ликвидных и дорогих запчастей там практически не было. Мне, конечно, очень повезло, что я отделался легким испугом и не пострадал с точки зрения здоровья, потому что удар был страшный и машина буквально восстановлению не подлежала. А также с точки зрения юридической составляющей я оказался очень везучим в этой ситуации. Спасибо моим друзьям, которые мне очень сильно помогли и пришли на помощь. Поскольку автомобили старые, самой главной проблемой их являлся гнилой кузов. И автомобиль с живым кузовом считалось, что по определению есть смысл реставрировать, восстанавливать и так далее. Самая неблагодарная работа в автомобильном мире – это варить гнилые автомобили. Я думаю, что абсолютно все, кто так или иначе связан с кузовным ремонтом, со мной полностью согласятся. Потому что это безумно трудоемкая работа, за которую, как правило, никто не хочет нормально платить. И более того, она еще и неблагодарна тем, что насколько хорошо ты ее не делай, все равно это никогда не сравнится по качеству с новым автомобилем. И даже очень сильно битый автомобиль намного рациональнее отремонтировать, нежели целый, но гнилой. Лазю я по объявлениям на сайтах продаж, и тут мне попадается вот этот вот автомобиль. Находится он в городе Рославль. Я еще тогда даже плохо представлял, где это на карте. Это оказалось примерно в 400 километрах от Москвы в сторону Смоленской области. Ну, вернее, в Смоленской области. За автомобиль просили 30 тысяч рублей, и по всем признакам кузов там был очень-очень неплохой. Цена была достаточно
приемлемая, потому что целый автомобиль такой на тот момент приличный стоил от 100 тысяч рублей, а с живым кузовом он был далеко не всегда за эти деньги. Я запросил у продавца дополнительные фотографии. Ну, мне было больше любопытно, не то чтобы я был готов прям туда лететь и покупать эту машину, тем более единомышленников, которые мне бы с этим помогли, у меня на тот момент знакомых практически не было. Вернее, знакомых-то было полно, но у них либо нет прав, либо нет времени, либо нет желания, либо нет еще чего-либо. Так вот, надо ли говорить, что у меня даже денег на покупку эту не было. Я запросил фотографии больных мест, такие как задние чашки, там площадка под аккумулятор и еще некоторые моменты, которые постоянно гниют у этих машин. И продавец мне все скинул буквально в течение суток. Каково же было мое удивление, когда я вдруг понял, что, похоже, эта машина действительно хорошо сохранилась для своих лет, а она была 84-го года выпуска, на 9 лет старше, чем я. После чего я стал искать деньги. Благо, один хороший человек мне без проблем дал их взаймы. Оставалось только решить, с кем и как ехать ее забирать. Перемещался я тогда на таком же автомобиле, который принадлежал моему другу, и куплен он был за 18 тысяч рублей, только он был на ходу, с кривоватыми документами. Ну, в общем, все, как я тогда очень-очень любил. Единомышленника я нашел случайно и достаточно быстро. Я спросил его: «Ты приключений боишься?» Он сказал: «По-моему, так. Мне 35, я к ним избирательно отношусь». Я такой: «Окей, тогда поехали. Надо сгонять за 400 километров от Москвы, купить там машину без двигателя». Двигатель лежал в салоне-в багажнике, разобранный и некомплектный, естественно. И притащить ее в Москву. И желательно сделать это все одним днем. Напоминаю, на улице январь. Средняя температура в тот момент минус 15 градусов. Удивительно, но мой товарищ ответил согласием, и мы договорились через пару дней ехать. Я съездил в магазин автозапчастей, купил несколько тросов для буксировки. Опыта буксировки у меня тогда практически не было никакого. Более того, я только пару месяцев как получил права, даже пары месяцев еще не прошло. Хотя как никакого? Было такое, что я буксировал скутер скутером, причем не один раз. Поскольку навигаторов у меня тогда не было, я также купил себе книжку «Атлас автодорог Москвы и Московской области». Она у меня до сих пор где-то лежит, и если она мне попадается на глаза, я с улыбкой вспоминаю эту историю, потому что более нигде эта книга не применялась. И вот настал день старта. 4 часа утра я забираю своего товарища, и мы едем. Автомобиль доехал на удивление без проблем. У меня был загружен полный багажник инструмента, причем рандомно любого, который я только мог туда напихать. Я взял пару запасных аккумуляторов. Мы думали хотя бы наладить на этой машине дворники, пусть и двигателя нету. Всю дорогу была метель, добрались мы без проблем. Человек эту машину снял с учета заранее. Очень прикольные дали транзиты, 3 шестерки и 67-й регион. Я на этих транзитах потом еще несколько месяцев успешно катался. Предыстория автомобиля была следующая. На нем кончился мотор, его загнали в какой-то автосервис, там мотор разобрали, после чего машина простояла там пару лет, то ли денег у владельца не было, то ли еще что-то. Ну а потом автосервис закрылся, и половина запчастей от разобранного мотора была куда-то безвозвратно утеряна. После чего владелец решил, что ему эта машина уже не нужна. После такого простоя он уже давно купил себе другую и решил ее продать мне. Было около 12 часов дня, а нам еще надо было одним днем вернуться в Москву, поэтому мы не стали терять времени, быстренько написали договор купли-продажи, прицепили трос и поехали. Особо ничего проверять мы не стали. Попробовали поставить аккумулятор, но дворники работать отказались. Поэтому мы решили пробовать ехать так. В машине холодно, прям настоящий натуральный дубак. Но буквально через пару километров пришлось остановиться, потому что ехать было невозможно. На дороге очень много снега, а в Смоленской области, вот это, кстати, с одной стороны лайк с точки зрения экологии, потому что там не сыпят реагенты на дороге, зато сыпят песочек. Это, вроде бы хорошо, но этот снег с песочком, особенно в снегопад, который был,
моментально забивает стекло сзади едущего автомобиля из-под колес впереди едущего. Естественно, ни о каких брызговиках я тогда даже не слышал. Мой товарищ позвонил мне, чтобы мы остановились один раз. Сначала за рулем впереди был я. Мы остановились, почистили стекло, потом второй раз. Но третий раз он сказал, что так ехать совершенно невозможно. Благо, я купил такой, как водосгон для очистки стекол при подготовке к поездке. И я очень прям благодарю ситуацию за то, что у автомобиля были механические стеклоподъемники. После чего я сел за руль в автомобиль сзади и приноровился прямо на ходу открывать окно в минус 15 и прямо на ходу вот так вот руля прочищать себе небольшое окошечко для того, чтобы смотреть на дорогу. Это было достаточно забавно и достаточно утомительно. Надо ли говорить, что автомобиль был на летней резине, но благо хоть тормоза работали поначалу. Поскольку все шло хорошо, дорога была абсолютно пустая, а мы торопились, мы ехали на трассу с достаточно хорошей такой прям скоростью, около 90-100 км в час. Надо ли говорить, что езда на трассу с такой скоростью – это не самое безопасное мероприятие? Особенно при том, что когда мы ехали по довольно пустой дороге и увидели указатель, что скоро будет город Юхнов, мне почему-то пришло в голову притормозить чуть-чуть. То ли немножко машина спереди подснизила скорость, то ли что-то еще, но при попытке нажать педаль тормоза и поднатянуть веревку, педаль у меня под ногой полностью провалилась. Я с ужасом обнаружил, что тормоза у меня отсутствуют и надо что-то срочно предпринимать. Благо у нас были телефоны, я звоню и говорю: Андрюха, слушай, беда. Сейчас ты начинаешь медленно и плавно, потихонечку снижать скорость, только резко ни в коем случае не тормози. Он сказал: понял, хорошо. Мы прям не кладя трубку, тогда еще, по-моему, за минуты соединение тарифицировалось, потихонечку снизили скорость. Благо я обнаружил, что на машине работает ручник, и это было безумным подарком, потому что без него было бы совсем туго и совсем стрёмно тормозить с таких скоростей. Остановились мы прямо перед указателем город Юхнов. И начали разбираться, почему нет тормозов и куда же они делись. Очень быстро я с ужасом обнаружил, что из-за долгого простоя тормозные шланги на этом автомобиле превратились примерно в пластик, и один из тормозных шлангов на переднее правое колесо просто лопнул. Он просто порвался на две части, не потрескался и потек, а просто порвался. У меня были различные кусачки, ножовки, молотки и все остальное. Мы ничего умнее не придумали, как разрезать тормозную трубку, которая шла на переднее правое колесо, загнуть ее кончик и двумя молотками просто ее опрессовать. Таким образом удалось заглушить переднее правое колесо. Оставалось только найти тормозной жидкости надолив, которую мы нашли без особых проблем за углом в магазине автозапчастей, и без проблем хоть какие-то тормоза появились. Однако, естественно, очень плохие. Надо ли говорить, что при условии полнейшей засады на дороге в виде гололеда, снега и так далее, одно нормально тормозящее колесо и кое-как тормозящие задние – это немного не выход, особенно на летней резине и на веревке. Проползли мы в таком режиме еще километров 30 или 40, и начались светофоры на Киевском шоссе. На втором светофоре кто-то притормозил резко перед передней машиной, и я, естественно, не смог оттормозиться и влетел прямо в нее. Ситуация была крайне досадная, особенно при том, что начинало темнеть. Мы потихонечку доехали до ближайшей заправки, сидели, грелись и думали, как же нам ехать дальше. Оставалось еще около 100 километров, даже чуть больше, правда, уже по прямому Киевскому шоссе. Из плюсов это прямая дорога в сторону дома, из минусов машин стало гораздо больше и трафик стал гораздо сложнее. А долго ехать сзади замерзаешь, потому что Андрюха ехать сзади отказывался. Он уже на тот момент понял, во что вписался, и не хотел продолжать. Самым умным решением, которое пришло мне в голову в тот момент, это снять с автомобиля, которым мы тащили, одно колесо с более-менее зимней шипованной резиной и переставить на переднее колесо автомобиля, которого мы тащили, чтобы были хоть какие-то тормоза.
Это и было сделано. И это на самом деле, как я считаю, помогло нам доехать без особых происшествий. Это было мучительно, сложно, но это безумно приятно вспоминать, потому что это просто офигенные впечатления и офигительный опыт. Потому что больше я никогда подобного не повторял, зато с тех пор я могу ездить на веревке и таскать кого угодно на веревке почти на любые расстояния. И мне неоднократно говорили, что я делаю это очень аккуратно и очень профессионально. Ну, конечно, нервов-то я тогда потрепал себе и всем остальным очень-очень знатно. Трассов мы тогда порвали много, буквально на последнем доехали, и то связанном в паре мест. После того, как эта машина приехала в Москву, начался долгий и упорный процесс ее ремонта. После того, как эта машина приехала в Москву, начался долгий и упорный процесс ее восстановления. Первый мотор был куплен незадорого, но он оказался очень неудачным, там не работало 2 цилиндра. Второй мотор, который достался мне за недорого, оказался заклиненный. Третий мотор только оказался удачный, с ним повезло, и с ним эта машина у меня в конечном итоге ездила. Параллельно там была куча мелких ремонтов, плюс там была покраска заднего крыла, поиск какого-то количества запчастей, и в конечном итоге эта машина, не считая временных затрат, вышла мне все равно примерно как целая. Однако, когда у тебя нет всей суммы сразу, ты воспринимаешь это как беспроцентное кредитование. Очень-очень жалею, что я тогда не сильно ценил свое время. С одной стороны, это дало мне бесценный опыт. Я тогда покатался на этой машине примерно год. Очень, кстати, доволен этой машиной. Это была лучшая тридцатка из всех, которые у меня когда-либо были, а было у меня их несколько штук. Потом я продал ее с целью купить себе Burgman 650. Это как раз-таки было уже, наверное, осенью 2012 года. И эта 650-ка прожила очень долго у меня на виду, и живая до сих пор, мой товарищ продал ее буквально в прошлом сезоне. История автомобиля оказалась куда менее интересной, хотя, как и вся техника, которая кем-либо когда-либо покупалась у меня, он проездил достаточно долго и достаточно беспроблемно. Я знаю как минимум 2 владельцев, которые владели этой машиной после меня и были очень-очень довольны. К сожалению, весной этого года я узнал, что где-то в Тверской области прошлой зимой эту машину разбили в тотал, и больше ее на этом свете нет. Естественно, ее после этого отдали в разбор. Однако приятно осознавать, что после того, как я тогда привел ее в порядок, она прожила еще 10 лет. При всем при этом все эти 10 лет она где-то ездила, а не просто стояла. Я очень люблю старые автомобили. Так или иначе, в этих автомобилях зачастую есть реально душа. Душа, которую туда вложили инженеры. Безусловно, к большому сожалению, а может быть даже и к счастью, их время проходит, и старыми автомобилями становятся более новые постепенно. Я каждые 10 лет слышу новую фразу. Тогда говорили, что BMW закончила делать хорошие автомобили в 90-м году. Потом стали говорить, что BMW закончила делать хорошие автомобили в 2000 году. Сейчас уже еще недавно некоторые говорили, что BMW закончила делать хорошие автомобили в 2010 году. На самом деле это абсолютно нормальный процесс, когда люди с довольно-таки большим трудом привыкают к чему-то новому. Я очень благодарен судьбе за этот прекрасный опыт, потому что таких проектов было достаточно много, я много чего восстановил, и очень много возможностей у меня было поучиться на своем опыте и своих ошибках, совершить их, уяснить и больше никогда не повторять. Это стоило мне дорого. Если бы я шел по привычному пути для многих, путем накопления денег и покупки сразу чего-то хорошего, это стоило бы мне намного дешевле. Но, конечно же, такого бесценного опыта, который помогает мне в ремонте практически всего, что угодно, хотя я ушел от ремонта практически всего, что угодно, так как это все равно нельзя делать хорошо, вернее, хорошо и быстро, какой бы большой опыт у тебя ни был. Многие сейчас будут со мной спорить, но, ребята, остыньте, вы не правы. Делать все подряд можно, и
если это будет хорошо, то это будет долго. Таким образом, это будет мешать на этом зарабатывать. Так что, знаете, оставьте свое мнение при себе и делайте так, как вам комфортно, если вы действительно так считаете. А для тех, кто согласен со мной, что знать сразу все и хорошо невозможно, а также для тех, кто владеет скутерами BMW C650 GT, C600 Sport, Suzuki Burgman 650 и Suzuki Burgman 400, которые являются моим профилем и которые я уже много лет ремонтирую в своем сервисе, причем я добился в этой сфере определенной известности и определенных успехов, я подготовил свой обучающий курс по самостоятельному ремонту и обслуживанию этих скутеров, потому что я устал видеть постоянные ошибки, которые вызваны банальным незнанием. Более того, я частенько поглядываю на контент на YouTube и в других источниках информации и понимаю, что многие, даже казалось бы авторитетные мастера, снимают достаточно обширные видео с очень-очень грубыми ошибками. Мне очень хочется, чтобы мир стал лучше, техника живее, а люди имели возможность выбирать, ехать им в сервис, которому они доверяют или не доверяют, или обслуживать технику самостоятельно, учиться это делать качественно и не допускать тех самых ошибок, которые зачастую стоят намного дороже, нежели отдать скутер к специалистам, даже если для этого надо отправить его в другой конец страны. Специально для тех, кто сомневается, что прикладным умениям можно научиться онлайн, я подготовил для вас бесплатные уроки и по курсу по C650 GT, и по курсу по Burgman 650. Доступен бесплатный урок на моем сайте по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Вы можете абсолютно бесплатно перейти и посмотреть его. И я думаю, что после этого сомнений в том, насколько понятно и последовательно я все объясняю, у вас остаться не должно. Обратите внимание на то, что к каждому занятию я прикладываю чек-лист, в котором расписан весь порядок действий, инструмент, аналоги запчастей, рекомендации, оригинальные номера и так далее, и так далее. С вами сегодня был я, Антон Больших. Я надеюсь, вы не забыли поставить этому видео лайк, написать комментарий, а также нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Их будет еще очень-очень много. Всем пока!